Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Степана Демура. Это прямой эфир. Все вживую. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Степан Геннадьевич, такие буйные события происходят на Ближнем Востоке. Мы их сегодня обговорим, мы обсудим все, как бы все подробности. Тем более, что сейчас вообще очень интересное противостояние. Пишут, страшное, Трамп давит на Нетаньяху. Хорош бомбить Ливан, представляете? Не Единственное, может быть. Ой, не может быть. Кто бы мог подумать? в общем, друзья, значит, все как всегда в прямом эфире, очень много А то вопросов. там новые фоточки Эпштейна так ду раскладывает. Обязательно. Значит, друзья, как всегда, я начну с того, что ваши вопросы принимаются и в конце озвучиваются. Не хотите никого ждать и поддержать канал, хотите QR-код, который возле меня. QR-код возле Степана Геннадьевича — это его телега, которая, как говорится, несется по ухабам и кочкам информационным, финансовым и другим. Следите, интересуйтесь, также захаживайте на City Class, это такая платформа с уроками Степана Геннадьевича. Милости просим. Конечно же, вопросы от вас принимаются в закрытом клубе телеграм-канал Шелест. Там в открытом нет комментариев, а вот камерная атмосфера в закрытом клубе, поэтому всех приглашаю. Там есть возможность вопрос задать, оттуда они будут звучать, уже есть. Также в сообществе YouTube абсолютно открыто. Переходите в сообщество и под анонсом нашей встречи оставляйте свой вопрос. И чат трансляции, но не сейчас, а позже, в финальной части. Начнем с опроса традиционно. Кто больший баламут? Варианты: Трамп, Нетаньяху, Зеленский, Стармер, в скобочках король Карл. Типа английский баламут. Как бы вы ответили, опираясь на все то, что с нами происходило прошлой ночью, и, конечно, позапрошлой, Степан Геннадьевич? Наверное, Стармер и Трамп. Вы не Стармер определились. такой, Карл такой тихий, да? Ну, условно говоря. Ну, а Трамп, как говорилось, буйный. Что, да, у умного в голове, то у Трампа на языке. Вот. Да, друзья, проголосуйте вы. Значит, к кому склоняетесь вы? Кто у нас больший баламут? Определимся в конце эфира. Степан Геннадьевич, начать наш разговор я хотел бы с такого неочевидного вопроса. Уже его, он все уши прожужжал, но я вам его особенно хочу задать. Так а кто победил сейчас от этого перемирия? Кто победил, кто проиграл? Что вообще происходит? Каких целей добился Трамп на Ближнем Востоке по состоянию на сейчас? Ну, иранцы победили, потому что перемирие запросил Трамп. И на самом деле они согласились на все эти 10 пунктов, которые выдвигал Иран. Правда, сейчас Трамп всячески от этого открещивается вместе с Венсом, и вся машина средств массовой информации в Штатах пытается это как-то преподнести, что это победа Америки, но этому предшествовал такой, знаете ли, феерический, я бы сказал, факап спецназа американского, когда они полностью провалили операцию по изъятию обогащенного урана. Причем, судя по всему, еще иранцы хорошо подставили, потому что Рафик Гросси, есть такой, да, шнурек, знаете, он утверждал, что вот в Исфахане, там в Южном туннеле, там примерно процентов 60-70 вот этих 430 килограммов обогащенного урана, солей урана, вернее, которые обогащены до 60%. И потом об этом говорила Талси Габбард, о том, что американская разведка смогла вычислить, что это именно там, потому что там грузовики приезжали с контейнерами, которые очень похожи на те, в которых перевозят обогащенный уран, бла-бла-бла. Ну и, судя по всему, ребята решили, значит, через вентиляционные шахты, поскольку южный вход, он забетонирован, через вентиляционные шахты попасть туда и вывести уран. Ну, гениальная идея была. И, думаю, их ждали, в том числе на аэродроме, который они использовали такой сельский аэродром в 180, по-моему, километрах от Исфахана. В результате они потеряли
во время этой операции всего 12 самолетов и вертолетов, на минуточку. Потом начали какие-то сказки рассказывать про поиски пилота. Особенно меня поразило использование, как же они это назвали-то, гравитационного бульбулятора. Во. Диском Для бомбулятора? поиска, нет, здесь уже другой, здесь гравитационный бульбулятор. Мгм. Для поиска пилота второго, вернее, это ну, штурмана, условно говоря, для поиска его по звуку и, вернее, вибрациям, которые создает в пространстве тороидальных полей его сердца, там, работает на расстоянии до 40 световых лет. Это уже был перебор. Вот. В результате операция провалилась. Почему мы знаем с большой долей вероятности, что именно была попытка похищения урана, потому что девушка одна обронила свои доки и быстро вычислили, что она является как раз физиком-ядерщиком. Что делает физик-ядерщик в операции по спасению пилотов в таком масштабе? Сами понимаете. Вот, после этого, наверное, Трампу доложили, что как-то что-то пошло не так, поэтому большого такого красивого, как он говорит, бах-бах, трарарах, получилось бах-бах, бэнг-бэнг-бэнг. И началась у него, судя по всему, легкая истерика. Пробегала красотка Бессент, тыкала его в графике трежери, доходности и S&P. Ну и вот срочно запросил. Ну, запрашивал он этот самый хутор, там поработал опять. Там еще интересные всплывают подробности такой войны. Не на жизнь, а на смерть между пиндосами и хутором. Ой, ну, они поработали как на свою пользу, типа, как и говорилось, ребята. Так, смотрите, Вы давайте, воюете, давайте мы потом сейчас... индульгенция будет очень большая. Я должен сказать, что хутор – это Ватикан. Это Ватикан, да. Это Ну, в там один человек лексиконе. работает, да. Да, в Вот. лексиконе, Степан Георгиевич, И это вот так, важно. Смотрите, да. давайте мы сейчас... Это отдельно, это отдельно. Ну так а пилот-то жив? А, 48 часов. а тут вопрос такой, а был ли мальчик? Ну, Это в связи Трамп, с тем, Трамп о что... нем всю Пасху рассказывал. Детки яйца Ну, катали на лужайке возле Белого да, дома, да, да. пасхальное. А он и деткам рассказывал, и взрослым, и на пресс-конференции, какие Ну, что-то героические. надо предъявить, понимаете, потому что ни одна из заявленных целей, даже пусть придуманных потом, она не выполнена. До Нет, меня войны Армузский интересует это... пролив. Подождите, меня интересует эта операция. Что нам написали об этом? О том, что, значит, приземлились вертолетики, они там сели на какое-то шоссе, но земля а, Застряли, нет, там застряли иранская самолетики. Там застряли самолетики. не отпускала. Не отпускала, в песке За увязла. шасси схватила и не Держала вот отпускала. так вот, да. Увязла шасси, да. Ну, а потом по тем картинкам, которые раньше публиковали, там, конечно, несколько все иначе было, потому что эти транспортники, на самом деле, они возят как раз эти вертолетики. Там по два вертолетика. Это силы спецназначения. Ну, Дельта и тому подобное. Кортики там всякие. Они как раз эти вертолетики и возят. И именно поэтому два сгоревших вертолетика можно увидеть внутри сгоревшего самолета большого. Вот. Помимо этого, там еще, по-моему, 3-4 вертолета завалили. Короче, потери 12 судов. Ну так Нормально. говорят, сами разбомбили, чтоб не достался врагу. Ну, возможно, я не удивлюсь, что они еще били по тому, что осталось на земле. Но, судя по тому, какой там покорежный хвост у одного самолетика, там несколько иное пролетало. Ну, факт остается фактом, что предъявить публике нечего такого грандиозного, великого в стиле Мадуро, похищения Мадуро. Вот и, в общем, Трампу бросили косточку в виде переговоров, которые, я думаю, приведут к тому, что он скажет, что вот Иран в результате переговоров и нашей сокрушительной операции согласился не обогащать уран слишком сильно и не разрабатывать ядерную бомбу, хотя это все было Ираном заявлено, пожалуйста, в переговорах до начала войны. И, например, Армузский пролив до войны был открыт,
Теперь он открыт только для своих. Иран собирает бабки, полностью контролирует, в принципе, Ближний Восток. Базы американские уничтожены. Американцы вылетели с Ближнего Востока. Вот, поэтому, скорее всего, Трампу придется, также учитывая его замечательные рейтинги внутри страны и недовольство электоратом этой войной, и недовольство электоратом Израилем. Понимаете, когда у вас там Прицкер выходит и говорит, что... Ну, Прицкер – это губернатор Иллинойса, такая старая такая махровая еврейская семья. Когда он, кстати, спонсировал Ford Foundation и Сороса, они спонсировали выступления студентов на кампусах за палестинцев против геноцида, против Израиля. Как ни парадоксально. И говорит, что нельзя брать деньги от Айпак, они они плохие, они харам и тому подобное. И ему вторят сенаторы-демократы. Ну, как-то понимаешь, что да, еврейцы токсичными стали слишком. Вот такие замечательные результаты По на поводу данный момент. хутора, и, ну, это Ватикан на нашем сленге, на наших встреч. Смотрите, Ну, не Степанович, поминайте черта или бога в суе, как там, каждому свое, да. смотрите, это было максимально, ну, вот как раз-таки. Вообще, конечно, странно все это развивалось, вот эта несостоявшаяся атака. Потому что осудил Ватикан, осудили там в Европе, говорят, это военное преступление, нельзя лишать иранцев электростанций, обращать их в Ну, каменный век. слушайте, Иранцы вышли с слушайте, плакатами, выходит Папа Римский и говорит, ну, тоже выступает против. Но он-то республиканец и американец, Папа Лев. кто? Папа Лев. Ну, республиканцы разные. Ну, Понимаете, у нас республиканец, есть... он долго был в партии республиканцев, да. Нет, ну, а есть в республиканской партии есть огромное течение, так называемые never Trump, никогда трамписты. Есть магаисты, есть все остальные. Ну, магаисты сейчас уровень поддержки Трампа среди магаистов ниже 10%. Остается поаплодировать дурачку. Вот. Нет, там с Ватиканом все очень жестко, на самом деле, как казалось. Потому что, когда похищали Мадуро, там кинули Ватикан жестко, Трамп, его компания. Потому что шли переговоры, и Ватикан был посредником, чтобы Мадуро с денежками совсем перебрался в Ростов-на-Дону к своим коллегам. Мгм. Это первое. А самое главное, что как раз Ватикан опробовал вот эту модель, что ли, взаимодействия двух гегемончиков там, где сферы их интересов пересекаются. Американцы жестко кинули, потом вызвали еще при старом папе, при предыдущем папе, значит, посла Ватикана в США, в Пентагон, и какие-то шныри ему там типа намекали на то, что вот у нас так много дивизий, у вас их нет, поэтому нам не нравится ваша риторика, нам не нравится, что вы делаете и тому подобное. Ну, Ватикан их послал. Ну, началось такое мощное противостояние, вплоть до того, что Ватикан там опубликовал статью об искусственном интеллекте, а именно о Питере Тиле и, в общем так, полушутливо, полусерьезно написал, не следует ли его сжечь на костре. Минуточку. Это вот буквально месяц назад. Советник Папы Римского там по искусственному интеллекту. Вот. Поэтому, да, все, но без хутора никуда, потому что они занимают как раз нишу организаторов и гарантов сделок. Поэтому сделка здесь была такая, что уж Трамп ты полностью все проиграл. Если сейчас тронешь энергетическую инфраструктуру Ирана, от Ближнего Востока вообще ничего не останется. Ну, будь на карте с космоса смотришь, большая темная дыра вместе с Израилем. Нет энергетики, нет опреснителей, все. Ну, Иран, конечно, поэтому тоже пострадал. Поэтому, скажем так, это бы вызвало, ну, страшные последствия для всей экономики, мировой, я имею в виду. Но Трамп сам себя загнал в угол, он же не может потерять лицо. Он же ЕМОН, он же империя, понимаете, он тут главный. Вселенной рулит.
Поэтому, ну, договорились, что мы кинем кость, да, мы тут поговорим, типа, 2 недели. Пока стрелять не будем, вот тебе условия капитуляции, ознакомься, согласись, согласился. Тут же стал теперь отнекиваться и нарушать. Ну, там в конце переговоров, что все вот 10 условий Ирана будут выполнены. Но Иран скажет, что, ну, да, вот у нас тут ФЭТФа есть. Не будем разрабатывать ядреную бомбу. И не будем мы сильно обогащать уран там. 5-10% на вот так вот хватит. Ни о Правда, чем. правда было... Но американцы вылетают с Ближнего Востока. Они оставят Израиль и всех этих, как я их называю, шабы-сосликов один на один с Ираном. Потому что Израиль не прекратит войну. Для них это, можно сказать, священная война. Американцы, как и в случае с Украиной, ну, там будут какое-то оружие поставлять, но участвовать не будут. Мгм. Ну, про Израиль я хотел отдельно с вами поговорить. Это тоже наша любимая тема, о том, что будет с ним дальше. Но меня интересует другой момент. Разнятся показания. Одни говорят, утверждают, что прям Б-52 летели с ядерным оружием в ту ночь. Слушайте, это такая чушь. Другие говорили нет. Понимаете, чтобы об этом рассуждать, надо хотя бы матчасть изучить, а именно протокол применения ядерного оружия, который существует в США. Для этого, во-первых, в этом, во-первых, должен поучаствовать Конгресс. Дать разрешение на применение ядерного оружия. В данной ситуации Конгресс там, ну, конечно, этого не даст. Потому что Конгресс уже говорит об импичменте Трампа и об импичменте этом Петьке Стакану за все то, что они натворили. Поэтому нет. Единственное, кто Подождите, может применить... стойте, а как вы представляете, что Конгресс дает разрешение применения А ядерного как? оружия? По Конституции только Конгресс может дать разрешение на ведение войны. На минуточку. 60 дней Трамп укладывается. Сколько они уже не длятся, 60 дней. А Девять, ядерное да. оружие – это отдельная песня. Нет, Это смотрите, отдельная просто песня. тут же тогда, если Конгресс принимает это решение, это утечка информации, то это, простите, ну если... Какая утечка информации? Нет, погодите, например, а как же там встречные удары? Нет, это абсолютно как бы Да нет, а норма. какие встречные удары? Конгресс выдал вам разрешение на применение Подождите, ядерного оружия. Россия стреляет по Америке ядерными зарядами. Ну, идет А война, да. нет, погодите. А вот стреляют ракеты в небе, а Трамп должен собирать Конгресс? Ну что за бред? Нет, так не происходит, послушайте. Что значит начинается война? Сначала Конгресс разрешает военные действия, а Нет, Степан потом Геннадьевич, подождите. запрашивается экстренное заседание Конгресса, и он дает разрешение на применение ядерного оружия. Просто так ядерное оружие применить президент применить не может. Должны быть соблюдены определенные условия, в этом должен поучаствовать Конгресс. Увы. Поэтому единственное, кто может применить ядерное оружие, это еврейцы. У них там по разным подсчетам от 200 до 270 боеголовок. Мгм. И до этого может дойти, но я думаю, популярно объяснили, что это все, конечно, прекрасно, только в момент, когда у вас из ваших подводок выйдут ракеты, к вам тут же прилетит. И там недалеко, кстати, сейчас базируются 2 как раз ядерные подлодки Китая, по-моему, одна российская. Так, на всякий случай стоят. Поэтому я думаю, там все, там не дураки в другом месте, ни в Америке, ни в России, а в другом сидят они. Все всем объяснили. Значит, прямо вот в эти минуты, с моментом, ну, когда уже начался наш эфир, Fox News опубликовала составы делегаций, которые будут представлять стороны на предстоящих мирных переговорах. Значит, в Исламабаде Венс таки будет, судя по всему, хотя опасались, писала пресса вчера, что вполне вероятно, ну, как бы чего не вышло по протоколам Ну, а тогда безопасности. просто переговоров бы не было. Опасно. Значит, С этими 2 клоунами никто разговаривать, кроме кремлевских, уже не будет. Кушнер и Витков, да, Ну, разумеется. вместе с ним спикер парламента Багер Махамад Галибаф, министр иностранных дел Аркачи, ну, то есть самые видные, те, которые, собственно, представляют Иран, сейчас тоже поедут Которых туда. пока что исключили из списков на уничтожение. Вот, скажем так. Эти переговоры, чего от них ждать?
И вот смотрите, сразу же, в первые суток не прошло, уже первый затык, Израиль бьет по Бейруту, и сегодня, Да, и вчера, и сегодня иранская да. сторона говорит, ничего не будет, и Ливан, точнее, уже вообще в первую очередь. Ливан first, понимаете? То есть, Ну, правильно, это одно было из требований Ирана, на которое американцы согласились. И президент Пакистана это подтвердил, что да. А все эти сказочки Венца и Трампа, ну, ребят, вы проиграли, вы можете говорить что угодно. Поэтому к чему эти переговоры? Если, скажем так, у Трампа и его окружения хватит ума попытаться спасти его президентство и его семью от обнуления, я имею в виду, потому что их ошкурят вообще по полной после импичмента, ну, значит, они выполнят, согласятся на требования Ирана, и придется им объяснить израильтянам, что, ребят, ну, извините. Надо было читать Бжезинского, который писал, да, он Бжезинский писал, или Киссинджер, что Киссинджер, да. Киссинджер, да, что быть врагом США опасно, быть другом смертельно. Если они, скажем так, там извилины вообще уже давно усохли, ну, значит, будут какие-то провокации, они будут использовать это время для подготовки, может быть, даже наземной операции в Иране, скорее всего, со стороны Кувейта. Но при этом Иран, скажем так, покажет всем, что, слушайте, мы хотим мира. Вот наши требования. Эти требования включают, на самом деле, полный уход США из Ближнего Востока, дедоляризацию местной системы и тому подобное. То есть, все эти финансовые центры в Дубайский, Шмайский и тому подобное, они просто переезжают в Тегеран, по большому счету. До расчетов в юанях за все сырье и тому подобное. Юрисдикция Ирана над Армузским проливом, репарации. Не соглашаетесь, ну, война, значит, продолжится. Я, к сожалению, думаю, что война продолжится. Почему? Ну, потому что Трамп, потому что Неоконы, потому что Натаньяху. Корейцы вообще неконтролируемы, они же всех достали до такой степени, что им самим тяжело представить. Потому что то, что они сейчас творили в Бейруте, ну, у них есть две доктрины. Это доктрина Ганнибала, когда нужно уничтожать своих, чтобы не попали в плен. Это вот 7 октября, когда в основном все жертвы были от действий Тик-Ток-Махта, а не от палестинцев. Не от палестинцев, нет Хамаса. Да ладно, это же были звери хамасовские, вы что? Ну, извините, даже Нью-Йорк Таймс об этом написала. Уж одно дело, я какой-то хмырь говорю, а другое дело, вот уважаемая еврейская газета Нью-Йорк Таймс. Да и на снимках видно, что там в домиках, где погибли еврейцы, вот такие дырки от танковых снарядов. Ну и много было показаний свидетелей, которые говорили, что вертолеты Тик-Ток-Мак расстреливали вообще все, что движется. Причем Без разбора. примечательно, что А вторая доктрина, танки не которая снова... перемещаются на таком параплане, дельтаплане через забор. Помните, как показывали? Ну да, ну что с них взять? 48 место по IQ в мире. Ну. А вторая доктрина – это доктрина, если я правильно сейчас произношу, Дахия. Это доктрина коллективного наказания. Она названа в честь южных пригородов Ливана, которые были стерты с лица земли, по-моему, в 2004-2006 году. После того, как Хезболла отымела Тик-Ток-Мак по полной. Они тогда просто ковровыми бомбардировками уничтожили южные пригороды Ливана. И как раз тот самый мост, который они вот недавно снова уничтожили в Ливане, который восстанавливали. Ну, потому что Хезболла, которую они победили 100 раз, обезглавили 100 раз, снова наваляла Тик-Ток-Макту по первое число в Южном Ливане. Более того, они еще с Ираном начали обстреливать постоянно северный Израиль и центр Израиля. И ничего с ними не сделаешь. Снова Тик-Ток-Макт проиграл. Поэтому, ну, что остается делать? Нужно, значит, коллективное наказание. Типа восстановить местное население против Хезболлы.
Ну, как называются люди, которые постоянно повторяют одни и те же действия, каждый раз рассчитывая на иной результат? Ну, догадайтесь сами. Волевые. Нет, даже, по-моему, искусственный интеллект вам даст правильный ответ в этой ситуации. Волевые люди, Да, решительные, волевые, да, да. неуступчивые. Неуступчивые, да. Неуступчивые. Неуступчивые. Степан Геннадьевич, Европа сейчас получила ультиматум от Трампа. Мол, забирайте свои манатки и давайте к нам, айда, разблокировать Ормузский пролив. Мгм. Это вообще, этот ультиматум не вяжется никаким боком с теми переговорами, да, которые объявлены на завтра, которые вот куда все съезжаются. Но факт остается фактом. У Европы с Трампом, ой, какие нехорошие отношения. И при всей критике Трампу, ну, Европа, конечно, выглядит, ну, такой, как побитой собакой. Это прям выражение я принимаю и употребляю, потому что вышла Кая Каллас, вот, и говорит, слушайте, мы же не говорим Трампу, а ну давай нам помогай по Украине. Борзело вообще. А ну выходи, помогай нам против России. Отправляй свои войска. Мы же так не говорим, а Россия нам угрожает. Вот в Украине война. Это нечто. Ну, Кая, конечно, еще там, Да, зверушка. да, да. Но, тем не менее, как далеко зайдет это противостояние НАТО, Европы, европейского НАТО и американского патрона? И, ну, смотрите, они же послали Рютте, да, к папочке. У Рютте есть особый подход к психически нездоровым людям. Вроде Трампа, как оказалось. Папочка, к папочке приехал. Премьер-министр Японии, кстати, бывший, по-моему, Японии. Да, премьер-министр, по-моему, бывший. И он тут рассказал под запись о том, как общался с Трампом и что это за человек. Короче, человек никогда не понимает слова «нет». Ему ни в коем случае нельзя говорить, что он не прав, а нужно только восхвалять и превозносить всячески. Чтобы вы понимали, да, не мое мнение, что и пара психиатров, что он, ну, больной. Вот. А, Послали, европейцы уверены, вот я, ну, не то, что нельзя быть уверенным никогда, когда имеешь дело с европейцами либо Трампом, но я думаю, что они для себя, проанализируют ситуацию внутри США, решили, что через 100 дней этого клоуна не будет. Ну, как не будет, ну, политический труп. И все окружение политические трупы, кто уже не спрыгнул. Вот один спрыгнул, он в порядке будет, это, ну, если у него будет еще какая-то карьера. Поэтому нам нужно прожить 100 дней без каких-либо серьезных эксцессов. Поэтому иди сюда, Рюта, езжай к своему любимому папочке. Привези ему конфеток, таблеток и что-нибудь еще. Я думаю, у них такой подход. Ну, конечно, Макрон тут заявил, что Франция должна возглавить движение борьбы за независимость от Китая и США. Также у нас тут есть коалиция 15 желающих, которые будут, значит, сам охранять Ормузский пролив, поскольку вот вроде как перемирие заключили тут же. Ну, good luck, как говорится, good luck. Очень интересную статью написал Марио Драги. Это бывший глава Европейского центрального банка, потом был премьер-министром в Италии. А до этого был большим чеком в Goldman Sachs. Вот, значит, доклад он 401 страницу накропал об экономической ситуации на континенте. Полное предупреждение о том, что ЕС теряет могущество и процветание, должен сократить бюрократию, ежегодно инвестировать дополнительно 800 миллиардов в новые технологии, потому что отстает менее 15%. Рекомендации Драги были реализованы. Анализ единого рынка бывшего премьера Италии, значит, доклад об устойчивости Европы к кризисам другого там бывшего Финляндии постигла та же участь. Доклады прочитаны, отложены в сторону, забыты, а вместо этого брюссельские политики обсуждали запреты на пакетики с сахаром и пластиковые соломинки и беспокоились о южноамериканских джунглях.
Долгое время бизнес-модель европейских государств опиралась на три столпа: дешевая энергия из России, военная безопасность от Америки и выгодная торговля с Китаем. Ну и Западом, и Китаем. Сейчас рушится все, и, в общем, Дивельт без стеснения называет прошлогоднюю сделку Урсулы с Трампом позором Тернбери. Тернбери, да? Значит, пошлины и так далее. Интересно, что, судя по всему, вот если итог подвести вот этого материала, дешевый мир прошлых лет больше не существует. Теперь Европе, которая не диверсифицировала свою экономику раньше, не инвестировала никуда, ни в вооруженные силы, ни в технологии, приходится платить больше везде в мировой торговле за безопасность, за энергию. Значит, триллион, даже не один, несколько триллионов евро, это вот как итог посчитали Дивельт. Что сейчас, я вот за другую сторону спрошу, да, вот как поиграем за другую команду. А что может спасти сейчас в таком положении дел Европу? Ничего. Ничего. Пришло время платить по счетам. Немцы платить по счетам не в состоянии. Потому что, ну, Евросоюз привел к тому, прошу прощения, Евросоюз, ну, евро, да, оно привело к тому, что немцы практически сейчас, какое сложное слово хотел умное сказать, деиндустриализовали всю Европу. Ну, потому что евро. Не дойчмарк, не лиры там непонятные какие-то. Все сидим на одной валюте евро, поэтому мы более эффективные, по цене качеству выигрываем и тому подобное. Но тебе пришло платить время по счетам. А денег у немцев нет платить по счетам. Да, они там увеличили возможность госрасходов, долг и тому подобное. Но это же с капли в море. Вот те цифры, которые вы называете, там, грубо говоря, им нужен триллион в год, чтобы как-то свести концы с концами в какой-то, скажем так, гонке, которую они же заранее проиграли. Потому что они не конкурентоспособны. Потом им нужно готовиться к войне, Великой войне 29-го, которая начнется в 29-м или 30-м году. Сразу возникает вопрос, где деньги, Зин? В то время как начинается такое, знаете, выдавливание доллара даже из еврозоны. Тот же Deutsche Bank, они запускают панда бонс, то есть облигации панда, номинированные в юанях. То есть начинают создавать потихоньку рынок, есть евро-доллар рынок, да, и будет рынок евро-юаня. То есть, когда у вас кредитование, финансирование начинает происходить в юанях. Deutsche Bank – это, значит, один из, скажем так, была из одной из жемчужин до того, как практически обанкротилась, короны этих самых Ротшильдов. То есть, Ротшильды, судя по всему, пытаются примазаться к так называемому глобальному югу. Ну, поздно, потому что у вас есть, грубо говоря, умирающая экономика и есть евробюрократия. С одной стороны, задача евробюрократии должно быть, что логично предположить, спасение экономики, а именно уменьшение расходов, уменьшение издержек и тому подобное. Но у них, как и у многих сейчас правительств в мире, задачи совершенно другие. Задача очень простая – выживание и сохранение власти. Как мы можем выжить, мы должны всех вокруг чего-то объединить. Раньше как раз была эта зеленая повесточка Урсулки. Ну, что-то как-то ее вроде как канцелировали, эту повесточку, она ушла в небытие. Сейчас новая повесточка – это вот грядущая страшная огромная война с Россией, к которой нужно готовиться, поэтому все должны объединиться. Любой, кто не согласен с политикой Евросоюза, он работает на Кремль, он нацпред, его нужно аннигилировать, как говорит Трамп. Вот и все. Поэтому
у вас голова смотрит в одну сторону, а тельце, оно умирает, оно хочет идти к водопою, а голова не пускает. Вот и все. Степан Поэтому вообще Геннадьевич, никаких шансов. какое место в этом всем занимает? Вот опять-таки, очень интересные вещи сейчас происходят. Некоторые видят, ну вот смотрите, Губарев дает интервью Дудю. А Там, Губарев это кто? ну, этот народный губернатор Новороссии в 2014 Я году. думаю, как что-то вот... Да, вспомнил. Да, 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 да. смотрите, то есть он там рассказывает все, ну, в общем, осуждает Путина, славян убивают, вот это все как бы, да, вот и Дудь дает. А потом дальше, внутри мы видим определенные как бы вещи, определенные товарищи повсплывали, да, и как бы ну, критикуют Путина. Как это А так? кто? Я просто не отслеживаю весь этот Ну, фрик-шоу. начиная от самых вот этих, что в дурку забрали, понимаете, до там других еще подобных персонажей. Смотрите, тут очень важно. А в дурку кого? Монтян Нет, попал вот опять? нет, Нет? вот этого адвоката из Питера вылетела фамилия. То есть мы видим, что активизировалась вот это, ну, кто-то связывает это с бывшей Пригожинской сеткой патриотической, кто-то еще с чем-то. Но это случилось ровно тогда, когда были опубликованы недавно вот эти рейтинги о том, что доверие к Путину падает, в общем, Единая Россия, Вернулась на уровень до начала войны, да. в Да. общем, теряют, все как бы беда-беда. И тут выходят на авансцену британцы. Значит, министр обороны Джон Хилли сообщает, что российские подлодки в течение месяца действовали в Северном море рядом с кабелями и трубопроводами, что рассматривается как угроза критической инфраструктуре. Мы видим вашу деятельность. Любая попытка повредить наши кабели, трубопроводы будут иметь серьезные последствия. Он прям предупреждает. Это все иллюстрируется, скажем так, ошибочным, ну, в общем, глубоководная база, да, но почему-то, скажем так, в Астраханской области, короче, перепутали области, где-то там на севере, в Северном море, где-то там вот публикуют спутниковые снимки, мол, мы вас видим. А, Кажется, что сейчас дождались какого-то момента, чтобы качнуть Россию. Нарвская Народная Республика, вот эти персонажи, которые Ну, критикуют. Как вы ну, это оцениваете вот, это? ну, это на самом деле часть гибридной войны, да, о которой говорилось, но она ведется. Призываю вот всех отгуглить желательно без э, DE, дегенеративный искусственный интеллект, он не регенеративный, а дегенеративный. Что он из вас делает дегенератов? Сам дегенерат. Отгуглить проект или группа, она называется «Алхимия», Alchemy Group, в составе Министерства обороны Британии. Там у них расписано, как они будут, значит, вести гибридную войну с Россией. А новая вот эта вот Милфочка, которую возглавила Ми-6, она как раз специалист по, скажем так, манипуляции общественным мнением и созданию бурления Говен. Поэтому не случайно она возглавила Ми-6. Но если мы, скажем так, перенесемся уже в Россию, одним из пунктов всегда это создание, скажем так, тяжелых экономических условий. Это было в Иране, это происходит в России. Каким образом они создаются? Ну, в России есть замечательный ЦБ и замечательный Минфин. Что они творят, уже можно даже не пересказывать. Много раз об этом говорил. 2 года назад, когда они только начали бороться с инфляцией, я четко сказал, чем все это закончится. Оно этим и закончилось. Есть Минфин, который, ну, я не знаю, какое там образование у них, но о кривой Лафера они точно ничего не слышали. Хотя они поднимают налоги, собираемость налогов падает, они поднимают дальше, идут по пути Великобритании, правительства Великобритании. Уже, скажем так, начинается бурление в народе, потому что, ну, тут даже если выпустить Нодовцев и Федорова, депутата Единой России Федорова, который будет объяснять, что стоимость кредитов – это все проделки Вашингтона, а повышение налогов – это тоже проделки Вашингтона. Чего хотите, он на голубом глазу объяснял, что там снижение каких-то пенсионных выплат или поднятие пенсионного возраста – это все Вашингтон делает. Спокойно так.
Кому-то заходило, там есть группа такие бабки за Путина, им заходило на ура. Поэтому создается вот такая вот ситуация экономическая. Ну, даже это уже не депрессия, судя по тому, как заваливается промпроизводство в секторах, не связанных с оборонкой, да и с оборонкой тоже начинаются проблемы. Это уже это просто экономика начинает рушиться. Набиуллина называет это, сейчас я вспомню фразу, это вы должны заценить. Это контролируемая, контролируемый вывод спроса из состояния перегрева. Во. И тут же начинается вот эта вся возня с Максом, с Телеграмом, с VPN, да тут бредятина. А, Полковник СВР есть у нас, я не помню фамилию, берите просто. Он преподает МГИМО в отставке. Он прекрасно это описал, чем они занимаются. Причем все это исходит от администрации президента. А далее вы должны понимать, ну, простую вещь, тоже много раз это говорил, что у нас везде сидят западные шпионы. В Думе, в правительстве, даже ну, в каких-то военных, наверное, силовых структурах наверняка тоже. Как они туда попали, я тоже описывал. Все начиналось с грантов Сороса талантливой молодежи. Такая вот огромная инфраструктура. Потом у нас же в стране долго работали британские НКО, а это мягкая сила, очень мощная мягкая сила Британии. А, кстати, именно поэтому отчасти бриты так и бесятся, что Россия еще не легла, потому что это прямой удар по имиджу их мягкой силы, как такой всесильной силы. Поэтому, да, начинается вот на пустом месте, когда правительство и, скажем так, местные схематологи и методологи начинают раскачивать лодку, ну, создают такую не очень приятную ситуацию. И потом, если вы посмотрите, что происходит с ударами по инфраструктуре, то вдруг украинцы стали выпускать, ну очень много дальнобойных дронов. Откуда они берутся? Ну, они производят, судя по всему, за пределами Украины. Причем я не удивлюсь, если они, скажем так, даже не доезжают до точек запуска в Украине, запускаются, скажем, из той же Прибалтики. Танкерная война, удары по нефтехимии, удары по нефтяной и газовой логистике. Все это складывается вот действительно такой большой пазл ведения гибридной войны. Отключение Старлинка, все это, ну, они же все это видят, они же все это знают, они прекрасно видели, что наши войска, например, подсели на Старлинк, другого нет. Все обрубили. И все это такая одна большая схема гибридной войны, она ведется при полном попустительстве нашего верховного главнокомандующего, который опьянен духом Анкориджа. И много раз, что дух Анкориджа, так называемый, это была такая, ну, диверсия, да, там морковкой помахать, там, знаете, на дурака не нужен нож, ему покажешь медный груш. Им показали медный груш, они расслабились. Что вот сейчас к нам снова потекут реки бабла, санкции снимут, и вообще делать ничего не надо. Вот теперь они гребают. Просто непонятно, в чем вот эта сила, понимаете? Сейчас же там, это же... Сила, ну как, мягкая сила. Нет, это же идет вообще на самом деле картина очень потрясающая. Значит, Норвегия, там еще где-то, ну, короче, атаковать будет Мурманск кто? Украина. Да, да, В на попов Дубае, можно все списать, они за все ответят, да. смотрите, в Дубае Почему? кто защищает от дронов? Потому что нет, Украина. потому что нет никакого ответа, который приводил бы к прямым материальным и политическим потерям, скажем, тех же прибалтов. Ну вот, взорвали газовоз в этом самом, в Черном море или в Средиземном море, там В Средиземном, хорошо, да. опять же, я повторюсь, там, ребятки, вся Прибалтика газом запитывается с одного газовоза, с двух. Один в Польшу, другой в Прибалтике припаркован. Есть же все-таки партизаны Вейншории, отмороженные хуситы, ну.
На них тоже все можно списать. Но нет двух газовозов, нет газа. Что будете делать? Пятую статью НАТО, ну, проводите консультации. Но для этого еще раз нужны, как говорится, прямые руки, кривые извилины, а не наоборот. Поэтому с этой точки зрения Кремль сам себе так усердно роет могилку, работая в 3 смены. Венс сегодня, ну, в общем-то, получил от Зеленского, говорит, ничего не понимает Венс, что происходит в Украине, вот это вот все, ну, мол, как бы, да, что он там может видеть? А Венс сказал, что там вопрос СВО, да, вот этой войны в каких-то нескольких там километрах. А он говорит, не так надо говорить, что все СВО свелось к нескольким километрам. Представляете, какое могучее было СВО, а сейчас вот один этот вопрос, это как мы, какую работу мы Тоже надо сделали. сказать спасибо духу Анкориджа, что вот все свелось к этому идиотизму. Тоже надо сказать спасибо духу Анкориджа. К сожалению, над этим остается только смеяться. Ну, вот еще раз мы с вами это обсуждали. Ну, хорошо, выводят украинцы войска из Донбасса. Дальше что? Заморозка конфликта по корейскому сценарию? А как же цели СВО? Как же вот это вот все, чем всех кормили? Вообще, то есть, еще раз, ну тут уже кроме как смеяться ничего не остается, потому что ну, ничего сказать. Все, что хочешь сказать, попадает под статью УК тяжелую. Матом ругаться в эфире тоже нельзя, поэтому стоит смеяться. Приходят новости свежие, сейчас вернемся к Украине, друзья, но по Ирану, да, полетели заявления. Значит, выходит Реза Пахлави. Дорогой Пахлави. Великобритания бесконечно умиротворяла преступный режим в Иране. Иранский народ запомнит, кто поддержал их в час нужды, а кто выступил против них. Британцы за аятол! Намекает А, Реза да, там Пахлави. какая-то теория есть, что весь КСИР под британцами. Да, да, да. Это вот есть такой подраздел цвета неба политики, да. Есть. Да, Может, понимаете? прочитал или посмотрел кого на Ютубе. Ой. Значит, ну, если как бы это вот лидер Ирана, по мнению Запада или Да. политиков цвета неба, значит, а вот зачитали на телевидении заявление верховного лидера Ирана Хаминеи. Иран не ищет войны, но также не откажется от своих прав. Мы не оставим преступных агрессоров, которые напали на нашу страну. Мы будем требовать компенсации за каждый причиненный ущерб и выплаты кровной цены за наших мучеников. Мы вступим в новую фазу в управлении Ормузским проливом. Значит, вы, народ Ирана, героический, стали решающими победителями. Сегодня Иран стоит на пороге превращения в великую державу. Нашим южным соседям, он обратился тоже, вы становитесь свидетелем чуда. Увидьте его правильно и займите правильную сторону. С подозрением относитесь к ложным обещаниям дьяволов. Все правильно сказал. Потому что Иран, что, ну, с пролива они будут иметь, по самым скромным оценкам, 90-100 миллиардов в год. Санкции снимут, в том числе и вторичные. И в результате экономика Ирана, она, ну, она просто расцветет. И еще раз, Дубайск, все вот это вот западное нефтедолларовое, все. Поэтому кто становится, скажем так, финансовой столицей Ближнего Востока? Тегеран. Ну а как же кровь за кровь? Смотрите, чисто в теории, вот этих теорий игр, Они шииты, они сунниты. Они, скажем так, если вы посмотрите, это вроде бы одна религия, а, скажем так, состояние разума и души, они диаметрально отличаются. я к тому, что можно, Степан Геннадьевич, вот в теории игр представить, что
США в десны дружат с Ираном, все имеют долю, все получают большие деньги, все хорошо, Тегеран становится новым Дубаем, это как бы как репарации, все быстро восстанавливается, все как бы приходит в норму, но тут же возникает главное. Главное. Не-не, американцы с иранцами дружить не будут. Почему? Американцы как пробка вылетают с Ближнего Востока. А зачем они там нужны? Ну а зачем они нужны В были? этом вся Подождите. фишка, А зачем они нужны ребята. были персам, ну, Персидским залива странам? Зачем арабам нужны? Зачем Не, ну Эмиратам, что значит нужны? Саудитам? Слушайте, они их сделали тем, кем они стали. Так И подождите, они были защитниками. Иран Нет, сделал страны великим Ближнего Трамп. Востока. Иран Что? сделал великим Трамп. Вот этой Ну, в как... операцией сделал великим Иран Трамп. Нет. Ну, вы глупости говорите, потому что эта операция на всего лишь показала величие Ирана. А Иран готовился к этой войне 30 лет. Они изучали опыт Хусейна, как его снимали, они изучали опыт Ливии, они изучали опыт ведения войны американцами и всех их военных концепций и тому подобное, и очень хорошо подготовились к симметричной войне, к которой ни американцы, ни еврейцы были не готовы. И вот уже второй раунд они проиграли с разгромным счетом, только в этот раз все серьезнее. И они вылетают с Ближнего Востока. И все. На их Э, место теперь там будет новый папа Иран, новый гегемон. И за ним стоит еще больше гегемон Китай. Все довольны, за исключением э, того, что там осталось. Я думаю, что на самом деле даже карта Ближнего Востока, возможно, немножко изменится. И, возможно, очень сильно. Так что иранцы красавцы. Что я могу сказать? Был такой мужчина Кент, который сначала занимался контртеррористической деятельностью, Да, потом да, да. его, собственно, под зад. Тот, который Такеру рассказывал про Чарли Кёрка, с интересные подробности, Не его под зад, он сам ушел вовремя, очень вовремя. ну, в общем, как заминают это дело с Чарли Кёрком, вот это Соскочил, все. соскочил. И он Да. говорит, откровенно, открыто у себя пишет, что, в общем, сейчас это все дело пригасят, ну, вот эту всю спесь немножко, будут долго ходить, переговоры переговаривать, договариваться, короче, договорятся. Но следующий шаг Израиля будет в сторону Турции. Война на территории Сирии, которая приведет, внимание, к выходу США из НАТО, чтобы помогать Израилю. А так, если там война Израиля и Турции, то как бы США должна быть на стороне Турции, потому что Не, ну НАТО. он делает очень важное предположение такое фундаментальное, что Израиль сможет воевать, и Израиль вообще будет существовать после того, как все закончится в заливе. Я думаю, это ошибочное предположение. И потом, скажем так, воевать с Турцией будет весьма и весьма проблематично Израилю. Потому что он будет воевать не только с Турцией, он будет воевать еще и с Ираном. А, Если от него что-то останется в этот раз. Потому что Нетаньяху не успокоится. Эти религиозные фанатики не успокоятся. Это все уже перешло в область эсхатологии. И в этот раз на этот Писах Машах не пришел, значит, нужно вызывать на следующий. Нужны жертвы. Нужны Мгм. страдания еврейского народа, поскольку последняя битва, там страшный суд и тому подобное. Условно говоря, кроме шуток, люди, которые в это верят, но они теряют разум, да? Они перестают быть людьми разумными. Поэтому они не успокоятся. Ну, плюс еще, конечно, определенные политические соображения у Натаньяху. Они не успокоятся, и апиндосы просто сейчас выйдут. Потому Как что эти... сложилось очень много факторов. Мгм. Это то, что еврейцы стали политически токсичными в США. То, что, скажем так, из-за них империя получила последний удар.
После чего, ну, все посмотрели, ребята, а что стоит ваша вся вот эта вот огромная пентагонина, когда вы не можете накостылять каким-то чувакам в полотенцах и этих самых и тапочках? Я же не говорю про хуситов, да? Что все это стоит? А что Израиль стоит тогда? Они даже с Хизбаллой справиться не могут. Все, что они могут делать, это творить геноцид с воздуха. Все. А до Израиля, понимаете ли, вот все говорят, о, Иран там. До него дело еще не дошло, по большому счету. Потому что иранцы, они умные ребята. Вот я просто поражаюсь. Таких больше не делают, как говорят. Вот раненую крысу только идиот может загонять в угол. Ей нужно, пусть бегать по комнате, периодически по ней постреливать, пусть стекает кровью. Вот когда она совсем ослабнет, ну да, можно пристрелить. Так они поступают с Израилем, потому что сначала они разобрались со всеми американскими базами, с американским присутствием на Ближнем Востоке, со всеми их сателлитами. В результате у американцев больше баз нет, они могут, ну, вылетели оттуда, как пробка. Сейчас будут приняты определенные условия Ирана. Американская финансовая система, американские корпорации, кстати, их тоже вылетают с Ближнего Востока. Ну, а дальше уже можно разбираться с Израилем спокойно. Ядерное оружие уже не применить. И все. Тут ребята действуют, они еще раз к этому готовились 30 лет. И IQ у персов средний там то ли третье, то ли четвертое в мире. Так что тут скажешь? Остается молча завидовать. Как эти события могут отразиться на Украине? Какие? Ну, вот этот сценарий, который мы сейчас проговариваем, давайте в Ну, как? краткосрочной перспективе, я имею в виду переговоры. Вчера Зеленский выходил, радовался, что переговоры, что Украина вообще победила Иран. Вы вчера видели это? Ну, многие Это шарили. эти самые заявили дубайчане, по-моему. Не-не-не, по телемарафону раскрутили. Значит, Сибига, министр иностранных дел, Ну, говорит, что решительный удар Америки, дипломатия, вот. Потом говорят, даже с Ираном можно договариваться, мол, с таким людоедским режимом, а с Россией нельзя. Потом говорили, Украина победила в Иране, Украина победила Иран. Почему? Потому что наши же там воевали в странах Персидского залива. Ну, короче, наконец-то потужно перемога. да, то есть все так радовались этому. Давайте возьмем краткосрочную перспективу. Если переговоры пойдут, давайте так, если они пойдут, если условно завтра не будет там демарша, все скажут пошли вон, в общем, и дальше. Не, а что демарши? Иранцы просто пролив снова почти что закрыли, все, по израилю отвечать не стали. Они же должны выступать в роли миротворцев, что мы хотим мира, это вот американцы не хотят. А эти дурачки их опять кинут. Ничего из этого не выйдет, потому что, ну, посылать этих двух клоунов, ну, на переговоры, ну, ребят, ну, с ними только кремлевские могут переговариваться. Никто уже, ну, из уважающихся людей, особенно, которые только что раздолбали гегемонов пух и хлам, они не будут с ними переговариваться. Ну, разбавили венцем, потому что было поставлено условие. Ну, хорошо, эти два придурка приедут, только пришлите кого-нибудь, с кем можно говорить. Пришлось прислать венца. Вопрос, а где Рубио? Где наш славненький нарко Марку? Он же вроде как министр иностранных дел. А где Петька Стакан? Он же все-таки министр войны. Он тоже должен участвовать в этих переговорах, поскольку дело касается вообще-то в том числе и достаточно серьезных военных вопросов. А где Талси Габбард, начальница разведки? Тоже должна в них участвовать, если это серьезные переговоры. А так опять эти два клоуна едут и еще для этого приставили к ним шабез Гоя. Типа вот, кукла приехала. Опять это ни о чем. Вот это ни о чем. Если ведутся серьезные переговоры, ну, они ведутся в серьезном формате. Там должны присутствовать и разведка, и военные, и дипломаты. А непонятно кто, по большому счету. Поэтому, да, ну, иранцы поговорят, там, да, обсудят, там, все нормально, все, там, да, мы поговорим, мы за мир. Как они сказали, мы за мир, но воевать готовы.
Хотите продолжать, давайте продолжим. А за это время там американцы что-нибудь в Кувейт сгонят. Типа, у нас же мир, стрелять по войскам, которые там будут дислоцироваться и собираться, иранцы не будут. Ну, а потом попытаются, я думаю, что-нибудь устроить. Ума хватит. Трамп проснулся, Степан Геннадьевич. О, так что? Что там новенького? Трамп Веселенького? проснулся. Жду Значит, каждый вечер. говорит, вы планируете, спрашивают у него, посетить Израиль? Он говорит, да, я приеду в какой-то момент. Значит, заявил им... Извините, просто приезжает Трамп с Кушнером в Израиль, там никого нет. Эй, Кушнер, где вся твоя братва? Значит, Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение с Ираном будет достигнуто, все получит. Очень успешное соглашение, оно будет хорошим, все сложится просто отлично. А также заявил, что Нетаньяху, Я стану по совместительству аятолой, да, и буду да, управлять Чормузским проливом, да. слава Аллаху, да. Да, слава Значит, Аллаху. Аллаху Акбар. да, Нетаньяху поддерживает это соглашение, подчеркивает Дональд Трамп. Поэтому Все хорошо, нечего беспокоиться. все отлично. Где там эти, что там, фонды, что там, крипта, что там, цены на Да. нефть? Давайте уже, реагируйте, реагируйте, а вы все не реагируете. Степан Геннадьевич, Отреагируй. да, и все-таки чего ждать по Украине в этом контексте? Давайте финализируем. Да, честно говоря, ну, скажем так, набили морду в Иране, да, теперь, в принципе, я даже не знаю, ничего, по-моему, не изменится. А что может измениться? Пока что дух Анкориджа жив, все хорошо, идет полномерный слив СВО, капитуляция кремлевских, пока что вот как все это теперь выглядит. Поэтому что изменится-то? Тем более для них прекрасный пример Ирана, что вот если договориться с американцами, то, может быть, и санкции снимут, и все замечательно. Они только упускают один момент, что Иран всем показал, как надо снимать санкции, а именно надо воевать, а не сопли жевать. И надеяться непонятно на что. Но чужим людям, скажем так, свой ум не вставишь. Поэтому я не думаю, что это как-то отразится на Украине. Ну, как это вот хорошо, вот европейцы формально, да, они поставили себя против Трампа. Как они могут насолить Трампу? Как они могут, скажем так, ускорить его выход в тираж? Предположим, он договаривается с Ираном на внутриполитическом треке, ну, закончил непопулярную войну, вроде надеются, что цены на бензин куда-то вернутся, никуда они не вернутся, потому что, слушайте, столько вынесено инфраструктуры по переработке, отгрузке и нефти, и газа. И когда все говорят, что вот мы откроем, типа, Армузский пролив открыт, ну и что? Ну хорошо, вот эта толпа танкеров, которая скопилась там, ну, пройдет она, вывезет она там, скажем, 100 миллионов баррелей нефти. А дальше что? Где добыча? Долбанули вон, иранцы вынесли компрессорные станции на трубопроводе саудитов мощностью, сколько там заявлено, 7 по миллионов баррелей в сутки, который шел в Красное море. Ну, все, что. Пока будут чинить, пока восстанавливать. Поэтому единственное, что Трамп получит, это такой утешительный приз какой-то. Будет там говорить всем, что в результате действий нашей мощнейшей армии, которая подняла из руин за год, иранцы вот отказались, скажем, от ядерного оружия и обогащения. Все. Все остальное будут, все остальные условия будут просто замалчивать, не говорить. Что могут сделать европейцы? Как они могут здесь подгадить, Ну, чтобы напасть, ускорить его ход? напасть, напасть на Калининград могут. Да нет. Зачем? Они не могут напасть на Калининград. Не в силах просто без Америки, в принципе. Но у них есть Украина. А, ну да, вот Украина нападет на Калининград, да. То есть они могут только увеличить поддержку Украины. Увеличить поддержку, может быть, даже где-то 90 миллиардов найдут, обещано. Но Резко так. Орбан не даст.
Ну, я не знаю, сколько ему осталось жить там, да, он может проиграть выборы на самом деле. Потому что вот этот идиотизм, когда Трамп там звонил на митинг, при котором присутствовал вице-президент США, который приехал агитировать за Орбана, непонятно в какую страну, причем в отношении венгров к тому, что творят американцы на Ближнем Востоке, и тому, что творят израильтяне в секторе Газа, ну, оно, мягко выражаясь, неоднозначное. Поэтому это, кстати, вот это вот телефонный звонок и поддержка, и любовь к Орбану заявленная, Не она может выйти вовремя. тому же Орбану боком. Не вовремя просто, да. Поэтому не факт, что Орбан еще выиграет выборы. Понимаете, он там сидит уже, по-моему, сколько, 16 лет. Ну, и я думаю, там на него сейчас много чего могут выкатить компромат. Поэтому не факт, что он их выиграет. А европейцам, ну, им нужно как-то вот подгадить Трампу, чтобы никакого мира, в принципе, не было до промежуточных выборов. Я думаю, пока что у них это хорошо получалось, и будет получаться дальше тоже неплохо. Только вот так вот я вижу, как это может повлиять на Украину. То есть война продолжится любыми путями. Ну, война и продолжается. Сегодня мы видим, есть продвижение россиян под Купянском, есть какие-то продвижения у ВСУ, о них говорят очень скупо. Ну, вроде как где-то тоже продвинулись на запорожском там направлении. И, в общем, все очень и очень приперчено такими заявлениями Зеленского. Он же говорит как? Я не уйду из Донбасса, потому что Донбасс это, ну, это получается, если нам уходить, нам нужно строить фортификации, это год-два. А агломерация городская, это типа хорошая, ну как это, наш укрепрайон, Да. понимаете? То есть все уже там, ну, то, о чем мы говорили давно, то, о чем там я говорил и в Шуме, и с другими экспертами, что это, ну, это стратегия, ему не нужен Донбасс, ему нужна будка вот эта, Краматорска, будка славянская, Да. в которой посадить Укрепрайон, да. собак, и чтоб, в общем-то, они лаяли громко и, в общем, отпугивали, и, в общем, держались там, защищали эту территорию, помеченную, понимаете? А Донбасс ему не нужен. Жизни там вообще по Украине сложно с жизнью в ближайшее время, судя по тому, какие законы принимаются. Ну, это очередная фортеца. Будет фортеца Славянск, фортеца Краматорск. Но он же в этом же предложении говорит, а так он Харьков заберет, Путин, и Да, Днепр. Представляете? да. Там нехорошо. Нехорошо. Надо оборонять. Не уйдем. Не уйдут они оттуда, не уйдут. Только вперед ногами. Так, друзья, значит, подведем итоги нашего сегодняшнего эфира в плане опроса. Кто больший баламут? 10% Стармер Карл, ну, король имеется в виду, британский баламут. 15% Зеленский, 18% Нетаньяху, 56% Трамп. Трамп выигрывает в одну калитку, как самый главный баламут. Посмотрим, что он, собственно, еще набаламутит. Как бы он же уже проснулся, уже можно и побаламутить, почему бы и нет. Просто самое интересное, вот тоже, знаете, вот говорят, там цивилизованная Европа, какие-то а, ценности общечеловеческие. Хорошо, вот Трамп, да, вот он пишет, что я, значит, уничтожу цивилизацию. Я, правда, еще не решил, но вот у меня есть такое желание. Какая-нибудь из этих, хотя бы одна из этих европейских падл что-нибудь сказала по этому поводу? Нет, какая-то сказала. Кто-то... Какая из? Ну, из чиновников нет. Ну, Бывшие в основном, да. Ну, ну, бывший, да. Вот. Вопрос, да, засыпь. так, переходим к вашим вопросам. Ну, тут еще, конечно, Рюте отметился. Он как шелковый, он как от Трампа приезжает, все становятся шелковыми. Выходит и говорит, не будет Украины в НАТО. Все, не будет, не будет, нет. В ближайшее время вообще не думайте, ничего не просите, нет. Буданов тоже сразу говорит, украинская православная церковь, так она не московского патриархата, вы что, это ж наша церковь. Они убрали эти буковки, все такие шелковые становятся, знаете, как вот после Ну, какого-то... на время, потом приезжает стрёмный и всех приводит в чувство. Это точно. Так, поехали вопросы. Начнем с клуба зрителей Шелеста. Вот такие тут вопросы. Так, значит, пользователь готовит 3 вопроса. Давайте режим Блиц, пробежимся.
Значит, Степан Геннадьевич, здравствуйте. У меня такие вопросы. Первое. У хутора есть начальство? Кто они? Есть три, скажем так, человека в мире. Один из них на хуторе, который начальство. Хутор один из трех начальников. Да. Ага, хорошо. Значит, про успешную операцию по... Ну, не хутор сам, а человек на хуторе. Мгм. Правда, что успешная операция США по спасению пилота — это провал по похищению колбочки иранского урана? Где сейчас колбочка? Э, Ну, там колбочка на 430 килограмм. Я думаю, она давно лежит в каком-то очень таком месте, о котором даже Рафик не знает. Рафик. Правда, что Ну, он же существует... Рафаэль, Рафик. а, пра- Рафик Гросси. Правда, что существуют высшие советники, которые контролируют развитие человечества, и каждый раз мы идем не туда, нас отправляют во времена каменного века. И то, чтобы в один из моментов выбрали евреев, но потом, поняв, что они не подходят, забрали Моисея с горы, оставили евреев в пустыне, у них фантомные боли получается. Э, Как бы так попроще ответить. А, Во-первых, не надо верить всем прочитанным сказкам. Там про Моисея, про все это, да. Во-вторых, а, любое человеческое общество, социум, да, там, если их там больше пяти существ, он развивается совершенно по своим определенным законам, которые весьма и весьма цикличны. Ну, такое, знаете ли, что ли, избитое выражение, что тяжелые времена порождают сильных людей, и сильные люди порождают легкие времена порождают слабых людей, и слабые люди порождают тяжелые времена. Вот он элементарный цикл, который существует в социоэкономике и в социодинамике. Все циклично. Поэтому, скажем так, отдельные личности, там, знаете, роль личности в истории. По большому счету ее нет. Есть отдельные личности, которые оказались в правильном месте в правильное время. Они не в состоянии, никакие смотрящие, управляющие, не в состоянии развернуть вот этот цикл исторический. Они просто вот всплывают, оказываются в каком-то месте историческом и времени, ну и потом им приписываются великие достижения, что вот они типа повернули историю куда-то туда. Ну, я не знаю, что сейчас происходит. Мы идем в такую, знаете, темноту перед рассветом. Слишком долго были, особенно в так называемом цивилизованном мире, легкие жирные времена, которые породили слабых людей, слабых политиков. Если вы посмотрите, скажем, на даже не предыдущее поколение, а предпредыдущее поколение тех же европейских политиков, которые, скажем, кто-то родился во время войны, кто-то прошел войну. У них были совершенно другие и характеры, и морально-волевые качества. То, что мы видим сейчас, тут и поросль, ну, это дети Эпштейна. Знаете, как были дети, дети капитана Гранта, да? Или лейтенанта Шмидта. Это вот дети из Эпштейна. А, Почему они появились? Скажем так, их отбирали по морально-волевым, их протаскивали по карьерной лестнице. Почему не смогли пройти по карьерной лестнице? Потому что не избирались. Почему не избирались? Ну, потому что у избирателя в результате длительных времен довольствия и благости мозги жиром заплыли. Вот и все. Все это прекрасно вписывается в этот цикл. Так, Светлана, как отличить военную необходимость от военных преступлений в условиях, когда обе стороны обвиняют друг друга? То, что Россия отодвигает все время
заявленные красные линии, продолжая терпеть разрушения, за сохранность которых воюют, погибают россияне, это военная необходимость или преступление? Также территории Донбасса Зеленский не отдает, упорствует, совершает военные преступления, не считаясь жизнями жителей Украины, особенно на фоне общих потерь украинцев и патового уровня демографии. Ну, просто в ООН очень много документов, бумажек, которые касаются совершенно четких юридических определений, что такое военное преступление. Почитайте, и вы сами все поймете. Мгм. Так, вот такой еще вопрос. Роман задает. Александр, Степан, здравствуйте. Степан часто советует вкладывать в золото. А какое? Слитки дома хранить, безличный счет, монеты. Настолько я знаю, Но это уже каждый рассматривает сам. Я говорю про актив, про класс активов. насколько знает первый и третий, это большие потери, ну, издержки, когда продаешь назад. Первый и третий, я так понимаю, это слитки домашние Ну и да, монеты. просто рекомендация-то всегда идет там вырастить 2-3 раза, вам будет пофигу эти 20%, которые с вас возьмут, может и меньше. Мгм. В этом задача. Хорошо, друзья, смотрите, я тут вижу тут Димура, ну расскажи про доллары, евро, нет возможности Не-не, проезжаем так заходить, со свистом совершенно. заходить в ваш сити-класс, нет возможности. Вот, Почему? ну нет возможности, не знаю. В Ну, интернет, может, найдите. нет же у вас в сити-класс, же ж не в белых списках, Степан Геннадьевич. Ну, есть всякие обходы. Так, ладно. Понимаете, если человек интересует такой вопрос, то, ну, он, по крайней мере, должен быть, что ли, в состоянии найти информацию, которая ему нужна. Ну и плюс, смотрите, это все же понимают, что невозможно дать ответ в режиме Блиц, в режиме политического эфира. И если человек задает этот вопрос просто, чтобы задать этот вопрос, а не правда думает, беспокоится над этой темой, если он беспокоится, он найдет, как задать вопрос иначе. Тем более, что есть Да. возможность. Телеграм-канал Степана Геннадьевича, пожалуйста, милости просим. Ну, не будем мы бы половину эфира разбирали бы, да, вот Давайте проезжаем эти эти все вопросы, вещи. даже не озвучиваем, которые А, касаются финансовых рынков. Значит, поехали. Если двухнедельное перемирие рухнет, цены останутся высокими до осени, во сколько обойдется Украине следующий отопительный сезон и импорт топлива? Это ударит по курсу гривни сильнее, чем все предыдущие шоки? Или НБУ и западная помощь опять отобьются? Насколько ослабит экономику в целом, особенно логистику? Что думаете? Слушайте, я, честно говоря, не знаю, так, скажем так, специфику бюджета Украины. Да, какие там поступления в бюджет, какие расходы правительства. Так, примерно представляю, что, ну, наверное, 50% всех расходов – это заемные средства. И когда у вас идет резкое удорожание, вернее, резкое увеличение издержек в экономике, у вас, соответственно, падает прибыль, у вас падает покупательная способность населения, соответственно, уменьшается налогооблагаемая база. И чтобы ее восполнить, всегда есть такое замечательное средство, как печатный станок. Да, эмиссия просто. Но поскольку все топливо импортируется, здесь эмиссия может сыграть злую шутку с правительством, потому что бюджет-то они наполнят, возможно. Но из-за резкого роста цен, что является еще более резким ростом издержек в экономике, просто наполняемость бюджета может снизиться. Поэтому в основном все всегда правительства, они такие кейнсианцы, махровые, другого не знают. Поэтому будут наполнять бюджет путем девальвации гривны. А, Со всеми вытекающими. Степан Геннадьевич, что с фронтом? Полгода ничего не меняется. Почему? Ну, как полгода? Ну, всего несколько месяцев, ничего не меняется. А что, дроновая война, что вы хотите? И проблемы со связью на 5-й год войны, которые уже признают все, кроме нашего замечательного россиянского генштаба.
Горбачев получил награду за победу над СССР в холодной войне. Кому достанется медаль за приход Машиаха? Зеленскому, Путину, Нетаньяху или Трампу? Я вам открою страшную тайну. Мушах не придет. Потому что пришел Махди, поймал Машиаха и за углом ему выносит зубы и все остальное ногами. Поэтому медаль будет давать не за что. Да и красных коров пока еще не вывели. Никак не могут американские, канадские селекционеры вывести красных коров. А те дешевые китайские подделки, которые они пытаются использовать, сами видите, не работают. Выходит, пользователь говорит, проверял фактологию высказывания Тимуры. Он помнит кучу свежей статистики через этот забавный смех. Удивительно, но он много где прав. Респект, вопросов нет. Спасибо, мужчина. Пожалуйста. Спасибо, мужчина, за то, что написали. Да, побольше таких комментариев. Так, поехали. Добрый день. Можно ваше мнение про Юрия Дудя? Не кажется ли вам, что он поставлен ФСБ, дали специально на агента, чтобы Нет, писал... он не ФСБ. Он поставлен не ФСБ. Значит, как вы помните, Дудь и там еще целая плеяда товарищей, в том числе там Кац, еще кто-то, они вдруг несколько лет назад возникли ниоткуда. Это на самом деле часть как раз вот гибридной войны, которую британцы вели. Спонсировались они пиндосами британцами, раскручивались как колы, Key Opinion Leaders. Угу. А со всем вытекающим, потому что, ну, Дудь, на мой взгляд, просто дебил. Понимаете? Он выглядит как дебил. И вот здесь тоже. Кац недалеко от него ушел. Но это раскручивались под определенную аудиторию. Очень резко раскручивались на западные деньги. Это не ФСБ. Нет. ФСБ так тонко не работает, скажем так. Я просто сужу по даже троллям, которые ходят, которые конторские, которые, скажем так, западные. Но это небо и земля. С мягкой силой в России большая проблема. Нет ее. Степан Геннадьевич говорил как-то, что знаком с настоящими экстрасенсами, что именно они в Да. жизни Степана предвидели и говорят о будущем России. А какие свежие данные? А у меня Спасибо. такое правило, я никогда не спрашиваю их о будущем. А как вы понимаете, что они? Может, это... Подождите. Жена спрашивает, я нет. Я понял. Нет. А сбывается вообще хоть? Может, Да, очень. шарлатаны? Не, четко совершенно. Ну, как раз на раз. Иногда видят, иногда нет, но раз на раз не приходится. Ну, честно говоря, что не вижу. Когда видят, все один в один. А я просто, у меня такое правило, я о будущем никогда не спрашиваю. Человек сам творит своего будущего, как учили нас в Советском Союзе. Степан Геннадьевич, очень интересно ваше мнение. Все знали, что в случае агрессии Иран будет перекрывать Ормузский пролив и наносить удары по базам в странах залива. А что Не если все это война с знали. Ираном для этого и затевалась, чтобы Израиль, пользуясь ситуацией, предложил направить все нефтяные потоки через них? Нетаньяху недавно в открытую это озвучил. Ой, слушайте, ну не слушай, ну Натаньяху только столько всего несет. Еще это, да, еще одна такая финичка гуляет по интернету. Кто кому даст что направить? Пиндосы вылетели с Ближнего Востока. Израиль почему такой дерзкий, борзый был? За ним пиндосы стояли. Все, больше не стоят. Нет, ну стоят же еще, подождите. Ну, стоят, шатаются, качаются, баз больше нет. Логистики на Ближнем Востоке больше нет. Стойте дальше. Степан Геннадьевич, какое ваше мнение о природном газе и СПГ, как о будущем энергетики? Анатолий спрашивает. Ну, у энергетики много, в зависимости от, скажем так, энергетики, потому что есть, например, нам тут прочат конец света очередной из-за того, что тип уран заканчивается. Да. Ну, есть замечательные вещи, такие как, например, ториевые реакторы. Почему-то их никто не развивает, за исключением китайцев, опять же. Вот они же вторую выгрузку сделали из ториевого реактора. А тория, ну, в земле как засохших какашек за старой баней.
Поэтому, ну, у каждого вида топлива есть своя ниша. Причем эта ниша определяется стоимостью, перспективами стоимости, циклом разведки, циклом добычи и тому подобное. Конечно, газ это лучше, чем использование угля или нефти. Ежик порядок. Добрый вечер, Антон спрашивает. Вопрос. Видит ли Степан Геннадьевич экономический спад в конце второго квартала, в результате чего Россия будет на коленях перед Украиной ползать и просить перемирия? Так вещает известный словацко-украинский политолог. Спасибо. Словацко-украинский это перфоратор, что ли? Не перфоратор, еще там какой-то есть. Да ну, бред сивка был. По одной простой причине, как говорил и говорю, что на войну денег хватит. Пока. До конца 26 года должно хватить. Здравствуйте. Значит, фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил танкер с нефтью из России через Ла-Манш. Хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу, особенно на реакцию Британии. Ну, а какая у них была реакция? Никакой реакции не было. Да Стармер в шоке. Вы что, они же запретили, Да, ну, слушайте, говорят, ну, будем все все понимают. арестовывать. Слушайте, все прекрасно понимают, там, силу, флот и тому подобное. Ну, хорошо, вот сопроводили они. Дальше, где они могут их сопровождать, если так разобраться. Единичные случаи, скажем, сопровождения на Кубу, да, возможно. Просто у нас нет ни баз, ни портовой инфраструктуры, так, чтобы поддерживать, скажем так, сопровождение по всему маршруту. Как, например, есть у тех же американцев. Поэтому, ну да, через Ла-Манш, через Балтийское море могут пройти. А вы задаете вопрос. А что сделают кремлевские, если, скажем, по этому фрегату там два бэка придут? Что сделают кремлевские? Ничего. Как уже ничего не делали, когда атаковали часть ядерной триады. Ну, прошел, ну, что вот трогать, да, захотим, тронем, когда будем готовы, и ответа снова никто не последует. Мгм. Так, вот такой вопрос. Здравствуйте, Владимир пишет. Хотел спросить у Тимуры про забой скота в России немного нестандартная сторона. Вот вопрос, а ехать забивать скот ехали не в села в деревне Дагестана или Чечни. Вот думаю, где и на каком этапе что сломалось у русских? Дагестан и Чечня также были в составе СССР. Да, есть свои особенности религии, но почему такая большая разница в поведении? Складывается чувство, что русские как терпилы вселенского масштаба. Можно делать все, что хочешь. Ответственности и последствий никакой не будет. Или это продуманная западная политика, западная в кавычках? Можно ваше мнение? Ну, слушайте, пришел в Чечню Рамзан Кадыров, да. Ну, слушай, чеченские мужчины там трусы показывают в отделениях и тому подобное. Мало чем отличаются. Это они такие настоящие джигиты, когда там десятером русского надо завалить или еще кому-нибудь. То же самое в Дагестане. Сколько разговоров было. Вот, сейчас руководство там в Дагестане снимут, народ восстанет. Ну, что поменяли все руководство? Ничего не было. Потому что, ну, одно дело, когда ты под руководством, а другое дело, когда ты приезжаешь, скажем, в орел обитания, скажем так, русских, а местное руководство все за тебя, слушай, в натуре, все схвачено, за все заплачено. Разные вещи. А как только ты под руководством, все тихий и спокойный. А забой скота, ну, слушайте, при заявленных заболеваниях скот не забивают. Ну, вот и думайте. И были ли у нас похожие эксцессы? Да, были. Были в Краснодарском крае, были в западной части Центральной России. Ну и посмотрите, что происходило после этого, после того, как избавлялись от мелкого и среднего крестьянства. И вы получите все свои ответы на вопрос. Мгм. Вопрос, Степан Геннадьевич, как вы думаете, может ли Трамп лишиться своего поста по 25-й поправке? Елена спрашивает в чате трансляции. Может, Прям по 25-й да, признают, недееспособен. ну, не, Венс, вполне возможно, что Венс все это дело объявит.
Мгм. По предсказаниям, Стамбул станет православным. Каково ваше мнение? Евгения спрашивает. А чьим предсказанием? Ну, каким-то предсказанием. Ну, не знаю, я вам тоже вот могу столько предсказаний выдать. Нужен А, источник предсказаний, понимаете, чтобы оценить вообще, что это за источник, какая у него, скажем так, вероятность исполнения предсказаний и тому подобное. Там так. какой-нибудь очередной отрок или еще кого-то, наверное. Значит, ну, понятно, тут про чеченов люди комментируют. Спасибо большое, друзья, за то, что такие активные. А, так, заглянем. Было куча таких классных вопросов, но они, видите, улетели. Я просто так подглядывал в чат. Надо записывать, надо записывать. А, так, вот такой вопрос. Да, нашел. Кого больше в российской власти? Предателей или идиотов? Спрашивает пользовательница. Я, честно говоря, сам еще не определился, но знаю, что очень много иностранных агентов, да. Можно ли их называть предателями, не знаю. Идиотские ли их решения, да. Поэтому тут я сам, честно говоря, в сомнениях. Потому что, с одной стороны, есть такой, что ли, аппарат называется лезвие Акама, да, кто, грубо говоря, если вы что-то можете объяснить существующим набором гипотез, не надо привлекать новые. А можно ли, скажем так, объяснить действия ЦБ и действия Минфина идиотизмом? Да, можно. Это самый Мгм. серьезный аргумент, который я вижу. Но, с другой стороны, скажем так, если вы посмотрите то, что публикуют в составе, скажем, того же Минфина, руководящих органов ЦБ, то вы заметите там много очень непонятных, мутных пассажиров с очень интересной, характерной историей. Что сразу наводит на мысли, что, наверное, они все время, Набиуллина-то точно прошла через школу Сороса и стажировки. Но многие из них тоже. Значит, спрашивает Владислав. Степан, дайте, пожалуйста, прогноз на события в Венгрии после выборов. Не знаю, я особо не отслеживаю, не интересуюсь, поскольку это Ну, там специфика своя у венгров, своя не столько даже специфика. специфика, ну, бегает там Орбан, да, из него делают какого-то героя-великомученика. Ну, слушайте, ему там задолжали, по-моему, 30 ердов, вот он их и выбивает. Помните, как он на голосование вышел перекурить или чайку попить? Ну, нормально, десяточка тут же капнул на счет Венгрии. Значит, что вы думаете об американской лунной программе? Все же это говорит о том, что США сильная страна. Ну, слушайте, я вам так скажу. Отдельное изделие, да, собрать можно. У нас тоже собирают такие отдельные изделия, что ну, там снимаешь шляпу, просто вот падаешь ниц. Но запустить их серию и, скажем так, обеспечить какую-то себестоимость, ну, нереально. То же самое и с лунной программой. Это штучное изделие. Скажем так, ничего прорывного я в ней не вижу. Да и вообще есть много вопросов к тому, скажем так, кинофотоматериалу, который приходит с корабля. Поэтому как-то, вот знаете, запускать экипаж из 4 человек без нескольких, что ли, тестовых полетов по маршруту. Ну, это все напоминает первую лунную программу. Не, ну там же, подождите, у них туалет сломался, гадили в Ну, пакетике. слушайте, я вам... Потом, Вот потом, АЦРУ использовала гравитационный бульбулятор для того, чтобы найти пилота. а вообще, как бы НАСА сегодняшняя новость вообще всех потрясла. Они говорят, если испускать газы в корабле, то он может взорваться. Поэтому кормили их, минимизируя это явление.
Серьезно, что ли? Да, это прям официальная новость, вот сегодняшняя, перед эфиром Да. появилась нашим. А то, Как-то по-другому начинаешь смотреть на говорящие головы Роскосмоса. а то же, понимаете, пуньк, серьк, и все, и привет. И корабль разнесло избыточным давлением. А что будет после отставки Трампа для России? Ударной волной выбило иллюминатор. Черт. А Земля таки плоская. Ой. Что будет после отставки Трампа? Будет хуже или лучше? Ну, как, надо просто понимать, какие условия придут к отставке Трампа, да. Скорее всего, импичмент, либо активация 25-й статьи, а это значит, что, ну, если даже посмотреть на внутриполитическую ситуацию, на рейтинги Трампа, на, скажем так, рейтинги республиканской партии, ну, как-то что-то им не очень что-то сильно светит на хотя бы промежуточных выборах. Если они проигрывают промежуточные выборы, значит, Трампа просто сидят живьем. Соответственно, все, кто стоял рядом, ну, тоже попадают на вентилятор. Поэтому после этого, наверное, будет какой-то достаточно длительный период демократов. Да, Что они, будут ли они, скажем так, чуть более умеренными, чем были в своем апофеозе, это президентство Байдена. Вопрос открытый. ой, значит, никто никак не высадится на Луне, ну это да. Значит, А что там Луна? Вон у товарища Ина тайконавта на Солнце высаживались. Тут Луна. Для пацов каких-то непонятных, вроде этого Маска, который на Марс уже забил, теперь на Луне будет высаживаться, но после IPO. это да. Так, значит, друзья, всем большое спасибо. 96 минут мы в эфире, показывает техника. Встретимся в следующий четверг. Сегодня чистый четверг, поэтому всех с наступающей Пасхой. Все-таки время светлых мыслей, добрых помыслов. Хотя, видите, беседуем о чем есть, да, Да, о том как получается это все на самом деле. Степан Геннадьевич, спасибо большое за время и спасибо мысли. вам. Спасибо вам. Берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Удачи.